Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы с вами раскроем вам удивительные предсказания Владимира Жириновского, которые охватывают период до 2036 года. Благодарим вас за просмотр и подписку. Приготовьтесь к шокирующим и страшным событиям, о которых нам поведал в свое время яркий политический деятель Владимир Жириновский. Итак, друзья, Владимир Жириновский – один из самых известных и противоречивых политиков современной России. Его политическая карьера началась в конце 80-х годов, и с тех пор он неоднократно избирался в Государственную Думу. Помните, он возглавлял Либерально-демократическую партию России, ЛДПР, и был даже кандидатом в президенты. Владимир Жириновский всегда отличался своими яркими выступлениями, смелыми заявлениями и в то же время неоднозначными предсказаниями. Жириновский известен не только своими политическими амбициями, но и своими пророчествами. Он часто в свое время делал прогнозы на будущее, основываясь на анализе политической и экономической ситуации, на личных убеждениях и интуиции. Сегодня мы рассмотрим его предсказания на ближайшие годы и попытаемся понять, а что же нас с вами всех ждет. Владимир Жириновский – фигура, которая известна как в российской, так и в международной политике. С момента своего появления на политической арене он стал одним из самых ярких и противоречивых политиков России. Его резкие высказывания, неординарные поступки и способность привлекать внимание сделали его известным как в стране, так и за ее пределами. Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алмате, ныне Алматы, Казахстан. Он получил в свое время высшее образование на факультете международных отношений Московского государственного института международных отношений МГИМО, что стало первым шагом на пути к его политической карьере. Его политическая карьера началась в конце 80-х годов, когда в СССР происходили значительные политические изменения. В 1989 году он участвовал в выборах народных депутатов СССР, что стало его первым значимым шагом на политической арене. В 90-м году Жириновский основал Либерально-демократическую партию России, ЛДПР, став ее бессменным лидером. Партия быстро в то время набирала популярность, и на выборах в Государственную Думу в 1993 году, если вы помните, ЛДПР заняла второе место по числу полученных голосов. С тех пор Жириновский и ЛДПР были постоянными участниками выборов и неотъемлемой частью политического ландшафта России. Он неоднократно избирался депутатом Государственной Думы, был кандидатом в президенты России, хотя и не выиграл выборы, но всегда был в центре внимания. Его политическая платформа часто базировалась на националистических и популистских лозунгах, что привлекало значительную часть избирателей. Владимир Жириновский оказал значительное влияние на государственную политику. Его партия играла роль балансирующей силы в Государственной Думе, поддерживая те или иные инициативы в зависимости от политической ситуации. Жириновский известен своими яркими, иногда, правда, скандальными высказываниями, которые привлекали внимание СМИ и общественности. Его выступления в Государственной Думе и на публичных мероприятиях часто сопровождались эмоциональными всплесками, что делало его выступление запоминающимся. Жириновский также запомнился своими неординарными поступками. Например, он предложил переселить все население России за Урал, а Москву сделать зоной отдыха. Эти, правда, предложения часто воспринимались как абсурдные, но неизменно привлекали внимание. Помимо своей политической деятельности, Жириновский известен был своим интересом к предсказаниям и пророчествам. Он часто делал прогнозы относительно будущего России и мира, основываясь на своем видении политической и экономической ситуации. Некоторые из его предсказаний оказались точными, что только усилило его репутацию как провидца. Жириновский не раз упоминал о своей вере в предсказания и известных прорицателей, таких как Нострадамус, а также о своем личном убеждении в способности предвидеть будущее. Его предсказания часто носили драматический характер, предвещая серьезные политические и экономические потрясения.
И, конечно же, его пророчества охватывали различные сферы жизни, от политики, экономики до социальной и культурной жизни России и мира. Однако, что стоит за этими предсказаниями и почему Жириновский так часто делал прогнозы о будущем? Владимир Жириновский всегда был человеком, который стремился привлечь внимание к своим идеям и взглядам. Его предсказания часто становились инструментом для достижения этой цели. С одной стороны, они усиливали его образ харизматичного и прозорливого лидера, который не боится высказывать свое мнение. С другой стороны, предсказания помогали Жириновскому поддерживать интерес к своей персоне и партии, создавая вокруг себя ореол загадочности и неординарности. Жириновский не раз заявлял, что его предсказания основываются на глубоком понимании политической и экономической ситуации, а также на его интуиции. Он считает, что его политический опыт и знания позволяют ему видеть дальше и предсказывать будущее. Кроме того, его личные убеждения и интерес к пророчествам известных провидцев, таких как Нострадамус, Ван Гога, также играли очень важную роль в формировании его прогнозов. Интуиция играла ключевую роль и в предсказаниях Жириновского. Он часто подчеркивал, что обладает особым чувством, которое помогает ему предвидеть будущие события. В своих интервью и выступлениях Жириновский говорил о том, что интуиция помогает ему чувствовать изменения в политической и социальной обстановке, которые могут привести к значительным событиям. Еще одним важным источником предсказаний Жириновского является его глубокий анализ политической ситуации. Как опытный политик, он внимательно следил за событиями в России, в мире, анализировал тенденции и пытался предугадать их развитие. Его прогнозы часто основывались на логическом анализе текущих событий и их возможных последствий. Личные убеждения Жириновского также играли важную роль в формировании его предсказаний. Его взгляды на политику, экономику и общество отражались в его прогнозах. Жириновский не раз заявлял, что верит в судьбу России как великой державы, которая играет ключевую роль в мировой политике. Эти убеждения находили отражение в его предсказаниях о будущем страны и мира. Владимир Жириновский, известный российский политик и лидер Либерально-демократической партии России, часто делился своими прогнозами о будущем. Его предсказания на ближайшие годы, а это с 2024 по 2026 годы, включают в себя политическую нестабильность, возможные изменения в правительстве, в политическом ландшафте и природные катаклизмы. Давайте более подробно рассмотрим эти предсказания и их возможные последствия. Жириновский предсказывал, что в ближайшие годы Россия и мир столкнутся с волной политической нестабильности. По его мнению, глобальные политические изменения приведут к усилению напряженности между различными странами. Торговые войны, санкции и геополитические конфликты будут нарастать, что может привести к серьезным последствиям для мировой экономики и безопасности. В России Жириновский ожидал, что внутренние политические разногласия могут обостриться. Влияние различных политических группировок и борьба за власть могут привести к нестабильности и общественным протестам. Он предупреждал, что без единства и согласия среди политических лидеров страна может столкнуться с серьезными вызовами. В период с 2024 по 2026 годы Жириновский предсказывал значительные изменения в российском правительстве. Он утверждал, что смена политических лидеров неизбежна, и это может привести к серьезным перестановкам в правительстве. Возможно также смена и политических приоритетов и стратегии развития страны. Жириновский считал, что новые политические лидеры будут стремиться к укреплению своей власти и проведению реформ, направленных на улучшение экономической ситуации и повышение уровня жизни граждан. Однако, по его мнению, эти изменения могли сопровождаться внутренними конфликтами и сопротивлением со стороны разных политических сил. На международной арене Жириновский предсказывал усиление роли Китая и Индии как ведущих мировых держав. США и Европа столкнутся с внутренними проблемами и вынуждены будут переосмыслить свою внешнюю политику. Эти изменения приведут к формированию нового мирового порядка, в котором Россия будет играть важную, но не доминирующую роль, по словам Владимира Жириновского.
По прогнозам Жириновского, в ближайшие годы, а это с 2024 по 2026 годы, также будут ознаменованы природными катаклизмами. Он предсказывал увеличение частоты и интенсивности природных бедствий, такие как землетрясения, наводнения, ураганы и лесные пожары. Эти катаклизмы приведут к значительным разрушениям и человеческим жертвам, а также окажут серьезное влияние на экономику и инфраструктуру пострадавших регионов. Жириновский также предупреждал и о возможных климатических изменениях, которые могут привести к изменению погодных условий и ухудшению экологической ситуации. По его мнению, мировое сообщество должно принять срочные меры для борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды. Далее рассмотрим прогнозы Владимира Вольфовича Жириновского на период с 2027 по 2031 годы, которые включают усиление экономических кризисов, возрастающее напряжение между мировыми державами и внедрение новых технологий. По предсказаниям Владимира Жириновского, в период с 2027 по 2031 годы мир столкнется с серьезными экономическими кризисами. Эти кризисы будут вызваны глобальными экономическими дисбалансами, ростом государственного долга и нестабильностью финансовых рынков. Снижение цен на сырьевые товары и колебания валютных курсов приведут к значительным экономическим потрясениям. В России экономический кризис может усугубиться снижением доходов от экспорта нефти и газа, что окажет негативное влияние на государственный бюджет. Усиление инфляции и снижение покупательной способности населения приведут к росту бедности и социальной напряженности. Жириновский также предсказывал, что правительство будет вынуждено принимать жесткие меры экономии и сокращения государственных расходов. Введение новых налогов и урезание социальных программ могут вызвать недовольство населения и протесты. Политическая стабильность страны будет зависеть от способности властей справляться с экономическими трудностями и обеспечивать социальную поддержку нуждающимся. Также Владимир Жириновский предсказывал, что в период с 2027 по 2031 годы возрастет напряжение между мировыми державами. Геополитические конфликты, борьба за ресурсы и влияние в различных регионах мира будут способствовать обострению международных отношений. Вероятно, что противостояние между США, Китаем и Россией станет еще более очевидным. По мнению Жириновского, мир столкнется с новыми угрозами, такими как кибертерроризм и гибридные войны. Эти новые формы конфликта будут представлять серьезную угрозу для международной безопасности. Страны будут вынуждены усиливать свои военные и разведывательные структуры для защиты от потенциальных атак. На фоне этих изменений Жириновский предсказывал и усиление роли международных организаций, такие как ООН и НАТО, в поддержании мирового порядка. Однако их способность эффективно реагировать на новые вызовы будет ограничена внутренними разногласиями и политическими интересами отдельных стран. В период с 2027 по 2031 годы Владимир Жириновский предсказывал и бурное развитие новых технологий, которые окажут значительное влияние на общество. Технологические инновации в области искусственного интеллекта, робототехники и биотехнологий изменят многие аспекты жизни людей. Искусственный интеллект и автоматизация приведут к изменению рынка труда. Многие профессии будут автоматизированы, что приведет к сокращению рабочих мест в традиционных отраслях. В то же время появятся новые рабочие места, которые будут требовать высоких навыков и знаний в области технологий. Жириновский предсказывал, что адаптация к этим изменениям потребует значительных усилий от государства и бизнеса, включая переподготовку работников и создание новых образовательных программ. Развитие биотехнологий и медицины приведет к значительному увеличению продолжительности жизни и улучшению качества медицинского обслуживания. Новые методы лечения и профилактики заболеваний станут более доступными, что положительно скажется на здоровье населения. Однако Жириновский предупреждал, что эти изменения могут вызвать и этические, и социальные проблемы, связанные с доступностью и справедливостью распределения медицинских ресурсов.
Жириновский также предсказывал и развитие новых видов энергии и экологически чистых технологий. Страны будут стремиться уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива и перейти на возобновляемые источники энергии. Это приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду и улучшению экологической ситуации в мире. Далее мы с вами рассмотрим прогнозы Владимира Жириновского на 2032 по 2036 годы, которые включают глобальные изменения в климате и экологии, а также революционные изменения в науке и технике, а также возможные конфликты и войны. По предсказаниям Владимира Вольфовича Жириновского, в период с 2032 по 2036 годы мир столкнется с серьезными климатическими изменениями. Эти изменения будут вызваны продолжающимся глобальным потеплением, которое приведет к повышению уровня мирового океана, изменению погодных условий и увеличению числа природных катаклизмов. Жириновский предупреждал, что сильные ураганы, наводнения, засухи и лесные пожары станут обычным явлением. Эти климатические изменения окажут и значительное влияние на экологию. Жириновский предсказывал, что многие виды животных и растений окажутся под угрозой исчезновения из-за изменения их привычных ареалов обитания. Это приведет к ухудшению состояния экосистем и утрате биоразнообразия. Часто, чтобы справиться с этими проблемами, страны будут вынуждены принимать радикальные меры для снижения выбросов парниковых газов и перехода на возобновляемые источники энергии. Жириновский подчеркивает важность международного сотрудничества и координации усилий для борьбы с климатическими изменениями. Однако он также предупреждал, что эти меры могут столкнуться с сопротивлением со стороны отдельных государств и корпораций, которые не захотят отказываться от своих экономических интересов. Жириновский предсказывал, что в период с 2032 по 2036 годы мир станет свидетелем революционных изменений в науке и технике. Эти изменения будут вызваны значительными научными открытиями и внедрением новых технологий, которые изменят многие аспекты жизни людей. Одной из ключевых областей, где произойдут значительные изменения, станет медицина. Жириновский предсказывал, что будут разработаны новые методы лечения и профилактики заболеваний, которые позволят значительно увеличить продолжительность жизни и улучшить качество медицинского обслуживания. Генетика, нанотехнологии и биотехнологии станут основой этих изменений, позволяя создавать новые лекарства и методы лечения на молекулярном уровне. Жириновский также предсказывал, что в период с 2032 по 2036 годы произойдут значительные изменения в области искусственного интеллекта и робототехники. Эти технологии станут более сложными и интегрированными в повседневную жизнь. Искусственный интеллект будет использоваться для автоматизации многих процессов, от управления транспортом до медицины и образования. Роботы станут неотъемлемой частью домашнего хозяйства и производственных процессов. Однако Жириновский предупреждал, что внедрение новых технологий может вызвать этические и социальные проблемы. Вопросы приватности, безопасности и этики, использования искусственного интеллекта и биотехнологий станут актуальными, требуя разработки новых законодательных и нормативных актов. По предсказаниям Жириновского, в период с 2032 по 2036 годы мир столкнется с возможными конфликтами и войнами, которые будут вызваны борьбой за ресурсы, геополитическими интересами и этническими конфликтами. Жириновский предупреждал, что возрастающее напряжение между мировыми державами может привести к крупным военным столкновениям. Одной из основных причин конфликтов станет борьба за природные ресурсы, такие как вода, нефть и полезные ископаемые. Изменение климата и рост населения усилят конкуренцию за ограниченные ресурсы, что может привести к вооруженным конфликтам и территориальным спорам. Жириновский также и предсказывал, что возрастающее влияние национализма и этнических конфликтов может привести к внутренним и региональным войнам. Он предупреждал о возможных восстаниях и гражданских войнах в странах с этническими и религиозными разногласиями. Эти конфликты могут вызвать массовые миграции и гуманитарные кризисы.
Кроме того, Жириновский указывал на возможность использования новых видов оружия и технологий в военных конфликтах. Кибератаки, использование беспилотников и других высокотехнологичных средств ведения войны могут изменить характер военных действий и увеличить их разрушительные последствия. Предсказания Жириновского уникальны, но многие политические деятели, прорицатели и аналитики высказывали свои прогнозы о будущем. Рассмотрим некоторые из них и сравним с видениями Жириновского. Мишель де Нострадам, известный как Нострадамус, оставил после себя многочисленные катрены, интерпретируемые как предсказания будущих событий. В его текстах можно найти намеки на природные катаклизмы, войны и политические перевороты. Жириновский, как и Нострадамус, предсказывал серьезные изменения в мире, включая природные катаклизмы и конфликты. Болгарская ясновидящая Ванга также предсказывала глобальные изменения и политические потрясения. В ее пророчествах часто упоминается Россия и ее ключевая роль в мировых событиях. Жириновский, как и Ванга, видит Россию на переднем плане мировых изменений, хотя его прогнозы более конкретны и привязаны к определенным временным рамкам. Американский пророк Эдгар Кейси предсказал множество событий, связанных с изменением климата и научно-техническим прогрессом. Он также говорил о глобальных переменах, которые затронут весь мир. Жириновский, предсказывая революционные изменения в науке и технике, перекликается с видениями Кейси, указывая на внедрение новых технологий и их влияние на общество. Вероятность того, что сбудутся предсказания Жириновского, зависит, конечно же, от множества факторов, включая политические, экономические и социальные тенденции. Рассмотрим некоторые из них более подробнее. Жириновский предсказывал политическую нестабильность и возможные изменения в правительстве. В контексте текущих мировых тенденций эти прогнозы выглядят вполне правдоподобно. Политическая нестабильность наблюдается во многих странах, и изменения в правительстве происходят довольно часто. Прогнозы Жириновского о природных катаклизмах также имеют основания. Глобальное потепление и изменение климата уже приводят к увеличению числа экстремальных погодных явлений, такие как ураганы, наводнения и лесные пожары. Эти тенденции, скорее всего, будут усиливаться в будущем. Жириновский предсказывал и революционные изменения в науке и технике. С учетом текущих темпов научного прогресса и внедрения новых технологий эти прогнозы выглядят реалистично. Искусственный интеллект, биотехнологии и нанотехнологии уже начинают менять мир, и их влияние будет только усиливаться. Политологи отмечают, что предсказания Жириновского часто базируются на его собственных политических взглядах и анализе текущей ситуации. Тем не менее, они признают, что многие из его прогнозов имеют под собой реальную основу. Например, политическая нестабильность и конфликты за ресурсы – это проблемы, с которыми мир уже сталкивается и будет сталкиваться в будущем. Экономисты соглашаются с Жириновским в том, что экономические кризисы будут оказывать значительное влияние на мир в ближайшие десятилетия. Глобализация, технологические изменения и демографические сдвиги создают новые вызовы для мировой экономики. Экономисты также подтверждают, что борьба за ресурсы станет одной из ключевых проблем. Футурологи, занимающиеся прогнозированием долгосрочных тенденций, поддерживают идеи Жириновского о влиянии новых технологий на общество. Они отмечают, что такие технологии, как искусственный интеллект и биотехнологии, могут привести к фундаментальным изменениям в экономике, политике и социальной структуре. Однако футурологи также и подчеркивают, что предсказания должны учитывать множество факторов, и будущее всегда остается неопределенным. Владимир Жириновский всегда привлекал внимание публики. Его предсказания, охватывающие различные аспекты будущего России и мира, вызывали широкий резонанс и неоднозначную реакцию в обществе. Для многих его слова являются поводом для беспокойства, особенно когда речь идет о политической нестабильности, природных катаклизмах и глобальных конфликтах.
Некоторые воспринимают его предсказания как предупреждение и руководство к действию, стремясь подготовиться к возможным трудностям. Другие, напротив, скептически относятся к его пророчествам, считая их частью политической игры или попыткой привлечь внимание. Социальные сети и СМИ активно обсуждали в свое время предсказания Жириновского, порождая множество комментариев и дебатов. В результате его прогнозы становятся темой для разговора в различных кругах, от политиков и аналитиков до обычных граждан. Предсказания Жириновского могут служить стимулом для создания различных сценариев подготовки и реагирования на предсказанные события. Рассмотрим несколько ключевых направлений. Первое – это политическая подготовка. Правительство и политические партии могут использовать предсказания Жириновского для разработки стратегии и планов действий в случае политической нестабильности. Это включает в себя укрепление системы государственного управления, усиление мер безопасности и разработку антикризисных планов. Экономические институты могут начать разрабатывать меры по снижению последствий возможных экономических кризисов. Это включает в себя создание резервных фондов, диверсификацию экономики и развитие новых технологий. На уровне общества предсказания могут побудить людей к большей сплоченности и сотрудничеству. Организация общественных движений, направленных на взаимопомощь и поддержку, может стать важным шагом в подготовке к возможным трудностям. Прогнозы природных катаклизмов могут стимулировать экологические инициативы, направленные на защиту окружающей среды и снижение влияния глобального потепления. Это включает в себя развитие устойчивой энергетики, охрану природных ресурсов и подготовку к возможным стихийным бедствиям. Предсказания о возможных катастрофах и кризисах могут вызывать у людей тревогу и страх, поэтому здесь важно научиться справляться с этими чувствами, чтобы не допустить их негативного влияния на жизнь и здоровье. Рассмотрим несколько стратегий, которые могут помочь в этом. Во-первых, ограничьте потребление новостей и информации, которые вызывают у вас тревогу. Сосредоточьтесь на проверенных источниках и избегайте сенсационных заголовков и спекуляций. Старайтесь концентрироваться на позитивных аспектах жизни и находите время для занятий, которые приносят вам радость и удовлетворение. Это может быть ваше хобби, общение с близкими, спорт и другие приятные активности. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к друзьям, семье или профессиональным психологам. Общение с другими людьми поможет вам выразить свои страхи и получить поддержку. Также не забывайте работать над развитием личной устойчивости. Это включает в себя умение адаптироваться к изменениям, сохранять спокойствие в трудных ситуациях и находить решение проблем. Медитация, йога и другие техники релаксации могут помочь снизить уровень тревоги и улучшить общее состояние здоровья. В ходе нашего обсуждения мы с вами сегодня детально рассмотрели предсказания Владимира Жириновского на период с 2024 по 2036 годы. И его прогнозы, как вы видите, охватывают широкий спектр тем от политической нестабильности и экономических кризисов до природных катаклизмов и глобальных конфликтов. Владимир Вольфович Жириновский, будучи яркой и неоднозначной фигурой на политической арене, своими пророчествами вызвал широкий резонанс в обществе, заставив многих задуматься о будущем. Внимательно рассмотрев предсказания Жириновского, мы с вами видим, что его видение охватывает как ближайшие годы, так и долгосрочные перспективы. Предсказания на ближайшие годы, это с 2024 по 2026 год, говорят о возможных политических и природных катаклизмах, что вызывает беспокойство и, соответственно, требует подготовки. Среднесрочные прогнозы, это с 2027 по 2031 годы, указывают на усиление экономических кризисов и международных напряжений, что также подчеркивает необходимость глобального сотрудничества и разработки стратегии устойчивости. Долгосрочные прогнозы, это у нас с вами с 2032 по 2036 годы, касаются глобальных изменений в климате и экологии, а также возможных революционных изменений в науке и технике, что может существенно изменить нашу жизнь.
Важно помнить, что предсказания, независимо от источника, следует воспринимать с долей скептицизма и критического мышления. История показывает, что многие пророчества могут не сбыться или интерпретироваться по-разному, поэтому необходимо самостоятельно анализировать информацию, опираясь на достоверные источники и экспертные мнения. Критическое мышление помогает нам не только оценивать прогнозы, но и принимать взвешенные решения в своей жизни. Не следует паниковать или слепо верить в пророчество. Вместо этого лучше подготовиться к возможным трудностям, планировать и действовать разумно. Помните о том, что наш мир достаточно сильно меняется, и мы уже, проживая с вами половину 2024 года, видим, что мы вечером можем ложиться спать и видеть одну ситуацию, а проснуться утром и узнать о том, что где-то произошел переворот, где-то вспыхнул конфликт, где-то поменялся президент и так далее, и так далее. Как вы видите, очень много происходит событий, действий, которые мы не можем повлиять, но мы проживаем в то время, когда мы видим вот те изменения, которые достаточно сильно происходят. И ваша задача не бояться этого, а принимать. Конечно, очень сложно, когда человек живет и не знает, что его ждет дальше, но вы должны понимать и то, что многие говорят о том, что до 2030 года время будет нестабильное, будет очень сложно. Поэтому, если вы переживаете, если вы нервничаете, если вы злитесь, то знайте о том, что вы только сами себя заставляете злиться, ругаться. И это, соответственно, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, что вам сейчас стоит делать? Во-первых, обязательно просмотреть, вот такие видео и принять для себя решение, что да, с такой-то по такой-то период могут ожидать какие-то не очень хорошие события. Но что вы можете сделать? Как вы можете подготовиться? Многие люди живут в селах, в деревнях или имеют родственников, близких людей. Начинайте заниматься овощеводством, садоводством. Не забывайте консервировать ту же тушенку, потому что помните о том, что в один момент может даже выключиться полностью электричество. И это не будет зависеть именно от конкретного какого-то государства. Это может произойти вообще в мире. Просто выключат рубильник по определенным причинам, и люди не будут понимать и знать, куда бежать и что делать. Соответственно, ваша задача, чтобы у вас в погребе всегда были баночки. Многие люди думают о том, что если они сейчас откладывают деньги, то в тот тяжелый момент они им пригодятся. В тот тяжелый момент, когда наступит, обращаем ваше внимание, деньги будут просто фантиками. Они ничего не будут стоить. И если вы за них будете держаться, вы их просто-навсего потеряете. Поэтому лучше сегодня, сейчас вкладывать деньги в то, чтобы улучшить свои условия жизни. Возможно, у вас есть деньги для того, чтобы купить себе землю, домик, чтобы его обустроить, чтобы не зависеть от корпорации, от государства. Можно, может быть, колодец вырыть, возможно, скважину построить и так далее, и так далее. Думайте об этом, не ждите, потому что у вас есть сейчас еще время 1,5-2 года. Далее наступит хаос в мире. И вот представляете, если вы будете жить в своем маленьком мире, в своей вселенной, и вы будете понимать и знать, что у вас есть 1, 2, 3, 5, 10. Также есть возможность закупать ту же соль, тот же сахар, который вам, вот вы знаете, что вы, например, используете 1, 2, 3 в своей жизни. Те же свечки закупаете, те же спички, но смотрите, чтобы они не отсырели. Поэтому подумайте о том, как вам сделать так, чтобы сохранить огонь. Потому что это будет в тот момент, когда люди будут не ожидать и будут происходить, конечно же, катаклизмы в мире. Это очень печально, сложно, но каждый из нас, человек в этот момент будет проверяться, насколько он человечен, насколько он готов протянуть руку и поделиться своим последним куском хлеба. Будет доходить до этого. Но многие люди в этот момент будут злыми, недовольными, завистливыми. Конечно же, это все будет проявляться в окружающем мире. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Поэтому, если вам понравилось наше видео и вы хотите быть в курсе будущих обсуждений и прогнозов, подписывайтесь на наш канал, обязательно поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать нас, и оставьте комментарий
Поделитесь своим мнением о предсказаниях Владимира Жириновского, о других пророчествах. Нам важно знать ваше мнение и получать обратную связь, чтобы делать видео еще интереснее и полезнее. Спасибо за внимание, будьте здоровы, берегите себя, и мы надеемся, что те советы, которые мы сегодня вам дали, они помогут вам в жизни. Напоминаем еще раз, у нас есть еще немножечко времени, когда мы можем подготовиться. И те, кто на земле будут и с землей будут, те люди будут даже богатыми. И, к сожалению, то есть вы живете сегодня в квартире и думаете, что это ваш рай, то через пару лет для вас это будет ад, потому что, представьте себе, нет электричества, соответственно, нет воды, нет газа. Все это взаимосвязано, кроме того, не работает канализация, нет воды, и что происходит? Происходит непонятно что, поэтому мы надеемся, что вы нас услышали, всех любим, целуем, обнимаем и услышимся уже в следующем видео.